Всем привет! Находимся в Анталии. Старый город Калеичи. Вот вы снова видите этот минарет. Минарет называется Ивли. Вечером здесь много интересных мест, оживают. В то же время выходят музыканты, которые играют на национальных музыкальных инструментах. Котик отдыхает. В 1901 году немецким императором Вильям II был сделан подарок Османской империи, в то время дружественной страны. Он поставил в Османскую империю партию часов. И эти часы были установлены вот в том числе и в эту башню. Ну, как обычно, к нам пришел кот. Котяра, привет. Убежал. А что он тут делал? Он приходил в ресторан Мермерли. Старый порт. Ну вот видите, я иду по парапету. С левой стороны отдыхают люди. Сейчас подойдем к рыбакам, посмотрим, что они ловят. Графики. И две барышни сидят, обсуждают, кушают бублики. Большая немецкая овчарка. Говорят, это охранник здесь. На людей не нападает, ошейник. И сзади меня как раз находятся рыбацкие лодки. Здесь можно заказать рыбалку. Выйдете в Средиземное море и наловите много интересной рыбы. Охранник. Охранник и его друг. Большая собака. Красавцы. Смотрите, сколько сетей. Он рыбку ловит. Мелкая рыба почему-то топит эту наживку, и подошла более крупная рыба. Затянулся процесс. Ой-ой-ой, да, вот рыба-игла. Она не такая уж и здоровенная, но красавица. Это говорит о том, что здесь хорошая вода. Чистая вода. Долго ждали, пока рыбак вытащит рыбку, но он так ничего не вытащил. Самое интересное то, что он закидывает леску, на леске там кусочек, на крючке, там крючок, на крючке немножко находится наживка, и эту наживку стая рыб окружает и начинает кусать. После того, как самая крупная заглотнет, он ее подсекает. То есть никакого поплавка, ничего. Просто до чего чистая вода, он наблюдает этот процесс с берега. Коте. Важный кот. Здесь очень котов почитают. Ну, не любят они особо сниматься. Он такой грот. Шум моря. Вот мы находимся около большого здания, где находится Анталийский аквариум. Что это? Еду для рыбы привезли. Пара понесла что-то очень тяжелое в большом боксе. Фонтанчик сейчас пока не работает. Колесо обозрения. Парк развлечений. Магазин Мигрос.
Я люблю Анталию. Вот центральный вход этого большого магазина. Вот обратно. Переходы. Просто перейти улицу не получится. Жилые районы, жилые кварталы Анталии, квартиры. Фирменный магазин футбольного клуба Бешикташ. Орлы. Вот идем по неизвестной для нас улице. Маленький парк. Хочу показать, что бы это значило. Непонятно. Да, барышня, мужчина. Что это такое? Ну, будем надеяться, это сумоист. Зашли в Макдональдс. Решили перекусить. Единственное. Окей. Идем в аквариум. Пока заряжаем батареи. Ребята, вернулся снять эту красавицу еще. Ну, очень она мне понравилась. Иди сюда, иди. Вот. Я здесь. Тут-то умер, ребят. Зашли, написано парк. Парковая зона. Услышали шум воды. Решили заглянуть. Здесь озеро. Вода чистая. Красиво. Люди отдыхают. Мостик. И везде все одинаково. Кафешки. Рыбы я не вижу. Но вода чистая. Вот почему у них вода чистая? У нас вечно какая-то она зеленая, грязная. Ну здесь, ребят, дно видно. Ох, ничего себе, рыбы не видно. Обратите внимание, карп. Карп. Ну так, килограмма 1,5. Вот еще карп. Вот вам и рыбы не видно. Раз, два, они прятались. 3, 4. Уже 4 карпа я увидел. Интересно, они так за камнями прячутся и сливаются с дном. А вот они под берегом стоят, ребята, в гротах прячутся. Один небольшой карпик и второй крупный. О, а на той стороне уточки. Ух. Что вам сказать? А вот мы нашли пирамиду. Это просто каменная пирамида. И здесь, скорее всего, вот смотрите, сколько собак. Ой, какое течение. Собачки тут воду пьют. Вода тут, наверное, классная.
Все дружелюбные. Ребят, находимся на территории стеклянной пирамиды, которая в свое время вызвала фурор местных жителей и во всей Турции. Почему? Потому что здесь вообще-то проводят кинофестивали и вручают призы лучшим артистам, режиссерам, сценаристам. Но вручают не Оскар, а золотой апельсин. Где-то есть аллея славы, мы сейчас посмотрим, поищем. Получится заглянуть туда. Заглянем. Ну, навряд ли. Обходим пирамиду с разных сторон. И увидели вдали стадион Анталии. Так вот выглядит он. Наверное, плохо будет видно на маленьких экранах. Ближе стадион. Здесь ступенечками сделана такая падающая вода. Сейчас покажем. И очень даже интересные кустарники, смотрите, цветут. Я так понимаю, золотой апельсин и аллея славы. Сейчас отснимаем. Вот кто снимет аллею славы, тот и попадет на кинофестиваль вместе со мной. Для этого я что скажу? Оставайтесь на канале с Эдвард Кот. Подписывайтесь. Пишите отзывы. Это все очень интересно. Ребят, ну здесь все культурно ухожено. Что я могу сказать? Апельсин в руке. Вот барышня. Возможно, она вручает этот апельсин. Это большой киноконцертный зал. Вот здесь и проходят такие мероприятия. Устраиваются кинофестивали. Очень красиво здесь. Ребят, современная Анталия. Асфальт. Шутка. Мраморная плитка, ребят. Здесь все рассчитано для туристов, начиная от всевозможных ювелирных изделий и заканчивая всем, что вам может пригодиться на отдыхе. Покажем маленькую кофейню такую интересную, аккуратную. Остановка автобуса. Что замечательно, везде для людей с ограниченными возможностями все удобства. Автобус, низкая посадка. Вот мы сколько встречали людей, они могут проехать по тротуару в любом месте. Нет таких больших перепадов, таких каких-то ступенек. Если вы подъехали к кафе, там тоже есть специальные подъемники и так далее. Это улица, так называемых зонтиков. Да. Но сейчас февраль месяц, зима, этих зонтов нет. Смотрите, вот на этих вот, где сейчас свет, он там и был, установлен на проводах, зонтики были. Эти зонтики, их порядка 90 штук. Жаль, но мы сейчас это всю эту красоту не покажем. 600, да? Порядка 600 зонтиков. Не сезон. Ну да, они сейчас в принципе и не нужны. Вот, а когда солнце будет ярче, они, обещают через месяц зонтики установить. Это что такое? Это ловушка для этих насекомых. Видите, ковровое покрытие. Но оставляет желать лучше это ковровое покрытие. Цветочки, цветочки. Здесь кафешки завлекают. Заходите, покушайте. Дом сладостей. Так и хочется зайти внутрь. Очки, сладости, сладкая вата, магазинчики. Сувенир-магазин, брат. Сувенир. Специи, чай, кофе. Начинается ветер.
наверное, будет меняться погода. Ну а мы сейчас находимся на площади Республики. Я иду по площади Республики, а внизу вот такие вот кафешки. Вот, ребята, пожалуйста, предлагают поездки по Мукале, рафтинг, водопад, Дюдинский в том числе, вот вы видите. Ну как вам здесь нравится? Лично я в восторге. Погода, не холодно, не жарко. И это Анталия зимой. Виды, конечно, замечательные. Обязательно в хорошую погоду сюда придите, на эту обзорную площадку. Но это не просто площадка, это лифт. Вот на нем мы сейчас и спустимся. Сейчас выйдут люди, и мы заходим. Добро пожаловать. Почему он пищит? Чем-то лифт недоволен. Издает какой-то нехарактерный писк. Ну, мы ничего не боимся. Ну что, ребят, на этом наш обзор Калеичи, старого города Анталии, наверное, все-таки заканчивается. Пока радует солнышко, но правда поднялся ветер. Возвращаемся к нашему замечательному отелю. Отель Адалия Порт. Все, всем пока. Вот такое красивое место.